Примерно 150 тысяч лет назад в морозных лесах Северного Китая обитали загадочные существа, получившие название «люди-драконы». Эти древние обитатели планеты обладали удивительными физическими характеристиками. Их черепа были огромными, глазницы имели квадратную форму, а зубы были выдающимися. Уникальность этого названия не связана с огнедышащими чудовищами, как могло бы показаться на первый взгляд, а берет свое начало от реки Сунгари. Именно на ее берегу в 1933 году строители случайно наткнулись на первый череп этих существ. Эта находка стала ключом к невероятным исследованиям, которые могут изменить наше понимание истории человечества. Когда череп был извлечен из речного ила, он оказался массивным фрагментом доисторической жизни, обладающим удлиненной черепной коробкой и впечатляющей надбровной костью. Найденный рабочим, этот жуткий артефакт произвел на него такое устрашающее впечатление, что он решил спрятать его в заброшенный колодец. Лишь перед своей смертью в 2018 году он нашел в себе смелость поделиться этой тайной находки с внуками, которые, поняв всю значимость артефакта, смогли вернуть череп ученым только в 2021 году. Этот долгий путь от находки до возвращения к науке может показаться сюжетом для фильма, но он стал реальностью, открыв новые горизонты для изучения эволюции человека. При первом внимательном изучении находки команда ученых столкнулась с необычной мешаниной черт в строении черепа. Он оказался приземистым и широким, чем напоминал черепа древних гомининов, но в то же время имел уникальные черты, такие как зуб с 3 корнями, очень редкая находка для нашего времени. Исследователям необходимо было понять, как это существо связано с остальными древними людьми, которые когда-либо обитали на Земле. В их распоряжении оказались 95 черепов, челюстей и зубов разных видов, что дало возможность исследовать более 600 деталей. Все это научное многообразие позволило на основе тщательного анализа создать миллиардные семейные древа, демонстрирующие развитие различных древних групп в течение веков, а иногда и тысячелетий. В результате всех этих тщательных анализов удалось установить, что человек-дракон представляет собой новую ветвь древних людей. При этом он оказался удивительно тесно связанным с современными человеческими млекопитающими. По данным окаменелостей стало ясно, что этот человек жил по меньшей мере 146 тысяч лет назад в Восточной Азии, параллельно с Homo sapiens, неандертальцами и денисовцами. Эта находка ставит под сомнение существующие теории о том, как именно развивалась человеческая история, подчеркивая множественное разнообразие форм и адаптаций древних человеческих групп. Мозг ученого и специалиста по эволюции Сисера Мураеса, который создал трехмерную цифровую модель лица человека-дракона, стал центральной фигурой дальнейших исследований. Используя данные, полученные из рентгеновских снимков, Мураес смог воссоздать облик существа, хотя некоторые части черепа отсутствуют. Для этого он применил полный череп другого древнего человека — Homo erectus, чтобы восполнить пробелы. Затем использовались специальные снимки современных людей и шимпанзе, чтобы определить, как должны располагаться на черепе кожа и мышцы. Для достижения более реалистичного результата модель была дополнена волосами и цветом кожи. Как итог, трехмерная модель показала, что у человека-дракона была самая большая голова из всех когда-либо найденных древних людей — почти 65 см в окружности. Данные размеры свидетельствовали о том, что его череп был соизмерим с черепами горилл или даже львов. Ученые полагают, что это выдающееся строение черепа позволяло ему выживать в суровых морозах Харбина, где находка была сделана, и где температура и сегодня может опускаться до 16 градусов.
Однако не все ученые согласны с тем, что человек-дракон является совершенно новым видом, и некоторые из них ставят под сомнение позицию этого существа в эволюционном древо человечества. Аргументы этих экспертов основываются на том, что уникальные черты черепа могут быть всего лишь следствием его больших размеров, что не обязательно указывает на принадлежность к отдельному виду. Ученые подчеркивают, что разные особи могут иметь разные физические характеристики в зависимости от их возраста, половой принадлежности или условий обитания. В некоторых случаях их особенности могли изменяться со временем, что усложняет процесс идентификации. Сравнение с другими хорошо описанными видами, такими как Homo deleyensis, лишь подтверждают многообразие и сложность идентификации человека-дракона. К тому же оставляет вопросы и загадка денисовцев, древней группы людей, которые в течение тысячелетий жили в Азии, но оставили после себя крайне малое количество окаменелостей. Действительно, некоторые исследователи высказывают гипотезу, что человек-дракон может быть представителем денисовцев, но отсутствие челюсти у харбинского черепа затрудняет это предположение, так как нет точных ориентиров для сравнительного анализа. Первый таинственный след денисовцев обнаружился в 2008 году в Денисовой пещере, расположенной в Алтайских горах, когда ученые нашли небольшой кусок кости пальца. Произведя исчерпывающее исследование и анализ ДНК, ученые смогли удостовериться, что этот образец принадлежит совершенно новому виду людей, не уникально отличающегося от известных на тот момент видов, включая неандертальцев и Homo sapiens. Эта группа получила название денисовцы в честь места находки. Анализ их ДНК открыл множество таинств, ведь хотя в некоторых генах у них была схожесть с другими видами, существовали также значительные отличия. Исследования показывают, что денисовцы произошли от Homo erectus, Китая. Это были одни из самых ранних существ, очень напоминающие нас. Например, они имели длинные ноги и короткие руки, что делало их эффективными ходоками. Команда исследователей предположила, что около 700 тысяч лет назад часть этих древних людей покинула Африку и достигла Евразии. Это стало отправной точкой, из которой начались две различные эволюционные ветви — неандертальцы, направившиеся на запад, и денисовцы, увиденные на востоке вплоть до Юго-Восточной Азии и Филиппин. Совсем недавно ученые углубились в исследование ДНК и смогли выделить множество групп, предполагая, что денисовцы могли быть не одним, а несколькими различными видами древних людей. Возможно, одна из этих групп существовала рядом с современными людьми в Новой Гвинее даже до 3000 лет назад, что делает их одним из последних древних людей на Земле. Когда такие открытия начинают появляться, они открывают перед исследователями новые горизонты понимания, подчеркивая значение ДНК для изучения не только происхождения, но и распространения древних человеческих сообществ. Одной из удивительных особенностей открытия является то, что семьям современных людей в Юго-Восточной Азии действительно достались фрагменты ДНК древних денисовцев. Это открытие подтверждает, что острова Юго-Восточной Азии были горячими точками, где сосредоточилось множество ранних людей. Данные исследования не только углубляют наши познания в области генетической истории человечества и культурного разнообразия этого региона, но и предоставляют возможность улучшить здравоохранение в современных обществах, опираясь на исследования генетической унаследованности. Ученые до сих пор ведут много дискуссий по поводу причин исчезновения денисовцев и неандертальцев, в то время как Homo sapiens сумели выжить и добиться своего процветания. Одна из возможных причин заключается в том, что неандертальцы и денисовцы существовали в небольших и близко сплоченных группах, что могло привести к генетическим и здоровье сберегающим проблемам за долгие времена. В противоположность им,
Homo sapiens образовали большие группы, где наблюдалось значительное генетическое разнообразие, что помогало им сохранять здоровье и более эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям. Еще одним важным преимуществом Homo sapiens стало наличие мощных социальных сетей. Применение различных инновационных идей, обмен инструментами и навыками выживания делало их значительно более гибкими и устойчивыми. В результате, в конечном итоге, денисовцы не смогли адаптироваться к крупным изменениям в окружающей среде и постепенно исчезли с лица Земли. Таким образом, история о человеке-драконе представляется не только как рассказ о загадочном предке, но как важный шаг на пути к пониманию сложного мозаичного мира создания человеческой истории. Эти исследования дают возможность не только заглянуть в далекое прошлое, но и установить связи между нашими предками и современностью. Исследование древних человеческих групп не только подчеркивает их разнообразие и уникальность, но и показывает, как они влияли на наше существование и жизнь современного человека. Понимание сложных и многогранных аспектов эволюции помогает нам построить более полное и устойчивое будущее, удостоверяясь в том, что именно в единстве нашего человеческого наследия заключается суть нашего прогресса.